Мертвые тяги в стиле сумо. Стоя лицом к грифу, ноги поставить значительно шире плеч. Носки врозь. Согнуть ноги в коленях и присесть так, чтобы бедра оказались в горизонтальном положении к полу. Взять гриф штанги прямыми руками чуть шире плеч, разным хватом. Одна ладонь в положении пронации, другая в положении супинации. Можно и обычным хватом. Не позволяющим грифу поворачиваться, что делает возможность удерживать очень большие весовые нагрузки. Сделать вдох, задержать дыхание и, напрягая мышцы живота и выгнув слегка спину, выпрямляя ноги и туловище, встать со штангой. В конце движения отвести плечи назад. По окончании движения сделать выдох. В отличие от обычного классического подъема штанги от пола, в этом упражнении более интенсивно работают четырехглавая мышца бедра и приводящая мышца бедра, и в меньшей степени мышцы спины, которая в начале упражнения недостаточно прогибается. Примечание. В самом начале движения очень важно вести штангу вдоль большеберцовых мышц. Многократное повторение, максимум 10 раз. С легким весом. В этом упражнении превосходно укрепляют поясничное отдел, разрабатывая не только мышцы бедер, но и ягодичные мышцы. Тем не менее, во избежание травмы бедренного сустава, приводящих мышц бедра, а также активно задействованной зоны крестово-поясничного сочленения позвоночника, это упражнение следует выполнять чрезвычайно осторожно. Подъем штанги в стиле сумо представляет собой одно из трех движений в соревнованиях по силовому троеборью. Становые тяги со штангой. Стоя лицом к штанге, лежащей на полу, ноги расставить, слегка согнуть в коленях, спину прогнуть. Присесть, наклоняясь вперед, пока бедра не окажутся почти в горизонтальном положении. В зависимости от физических особенностей можно корректировать исходное положение. При коротких бедрах и руках бедра займут горизонтальное положение, а при длинных бедрах и руках бедра окажутся немного выше уровня коленного сустава. Взять гриф штанги, хватом сверху, чуть шире плеч. Можно применить разнохват, при котором одна ладонь направлена вперед, а другая назад, тем самым предотвращая вращение грифа в руках при работе с более тяжелым весом. Контролируя напряжение поясницы и мышц живота, сделать вдох, оторвать штангу от пола и поднять ее вдоль передней поверхности голеней. Когда гриф штанги достигнет колен, продолжать выпрямлять туловище до вертикального положения и полного распрямления ног. По окончании движения сделать выдох. Задержаться в вертикальном положении в течение 2 секунд, после чего опустить штангу на пол, по-прежнему не расслабляя живот и поясницу, ни в коем случае не округлять спину. Это упражнение вовлекает в работу ягодичные и четырехглавые мышцы бедра, при этом разрабатывая позвоночно-крестцовые и трапециевидные мышцы. Внимание! В любых движениях с использованием тяжелого веса необходимо соблюдать обязательный блок. Первое. Грудь необходимо выпятить для возможности глубокого вдоха и максимального наполнения легких воздухом, и затем задержать дыхание. Это положение жесткой грудной клетки не позволит вам сутулить верхнюю часть туловища. Второе. Мышцы живота держать в напряжении, контролируя внутрибрюшное давление, не давая возможности опуститься туловищу вперед. Третье. Поясницу прогнуть, держа мышцы позвоночника в напряжении, чтобы в заключительной фазе движения спина не сгорбилась и не произошло защемление в нижнем отделе позвоночника. Эти 3 одновременно выполняемых действия называются блок, который предупреждает округление спины, что может стать причиной смещения межпозвоночных дисков при работе с тяжелым весом. Поясничное прогибание. Расположиться на специальной скамье, лодыжки закрепить, лобок находится за пределами скамьи. Место сгиба тела находится на уровне тазобедренного сустава. Туловище расслаблено и опущено вертикально вниз. Сделать вдох и на задержке дыхания поднять туловище вверх, прогибая поясничный отдел, пока он не окажется в горизонтальном положении. Затем плавно вернуться в исходное положение. По окончании движения сделать выдох. Это упражнение развивает главным образом мышцы, разгибающие позвоночник, подвздошно-реберные, длиннейшие и остистые мышцы спины, ременную и полуостистую мышцы головы, квадратную мышцу поясницы и в меньшей степени большие ягодичные мышцы и седалищно-большеберцовые мышцы, за исключением короткой головки бицепса бедра. Более того, полное сгибание туловища превосходно способствует приданию гибкости крестово-поясничным мышцам. При смещении линии сгиба вперед нагрузка локализуется исключительно на крестово-поясничных мышцах, но не слишком интенсивно из-за ограниченной амплитуды движения, большой мощности рычага. Для лучшей концентрации нагрузки можно в верхней фазе движения удержать туловище в горизонтальном положении в течение нескольких секунд. Существует другая скамья со специальным наклоном, положением, которое позволяет более комфортно делать это движение, но на ней необходимо осторожно использовать верхнюю фазу движения. Варианты. Прогибая туловище, положив гриф на плечи, вы делаете малоподвижную на верхнюю часть спины, локализуя тем самым нагрузку на нижние мышцы спины, выпрямляющие позвоночник.
Для большего усиления нагрузки можно выполнять упражнения с диском от штанги небольшого веса, который следует держать за головой, но лучше прижать к груди. На этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы или хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А пока до скорого и помните, наступило время взять все в свои руки.